Вот и сделало очередной поворот колесо года. Скоро Бельтейн – праздник порога и перехода из зимы в лето. Он отмечается 1 мая или примерно в середине между весенним равноденствием и летним солнцестоянием. Важная составляющая любого праздника – это ритуальная трапеза. Это те традиционные блюда, которые так или иначе соответствуют смыслу и сути праздника. Мы замешиваем тесто. Боб тонко попался в сахарницу. И сегодня мы будем печь душистые булочки с фисташками и кардамоном. В немного подогретое молоко добавляем щепотку соли, дрожжи и одно яйцо. Мы замешиваем тесто и вплетаем в него благопожелания, надежды на достаток и изобилие в доме, любовь, красоту и радость. Ритуальная выпечка – это ключ к настроению и энергиям наступающего сезона. На этом этапе добавляем в тесто размягченное сливочное масло и тщательно вымешиваем, добавляя муку по мере необходимости. Я не знаю, зачем я подбрасываю тесто. Предполагаю, что это как-то помогает развивать глютеновые нити в тесте, но я так делаю, потому что так делала моя бабушка и прабабушка. Слегка смазываем миску растительным маслом, кладем туда наше тесто и ставим его на расстойку в теплое место, накрыв влажной салфеткой. А пока наше тесто подходит, я расскажу вам о Бельтайне, о майском дне, празднованию которого мы и приурочили наши прекрасные булочки. Слово «бельтейн» примерно переводится как «яркий огонь», поэтому один из важнейших ритуалов, который сохранился и в современном праздновании, касается зажигания костров на Бельтейн. Этот огонь считался очищающим от зимней скверны и символизировал растущую силу солнца. Между кострами прогоняли скот, чтобы очистить и защитить его перед тем, как выпустить в поле. Огонь Бельтайна – это огонь перехода, огонь нового сезона, который зажигали на холмах, предварительно потушив все остальные огни. И от этого нового огня зажигались потом огни во всех домах. Во многих частях Европы накануне майского дня молодежь отправлялась в лес собирать май. Считалось, что принесенная в деревню благословляющая зелень приносит обновление, плодородие и расцвет. Ветками и цветами украшали дома, плели из них венки и подвешивали их на верхушку высокого майского шеста на деревенской площади. К венку привязывали яркие разноцветные ленты. Такой шест становился центром праздника. Вокруг этого майского дерева танцевали, держась за ленты, символически соединяясь с пробуждающимися силами природы. Майское дерево – это образ небывалого дерева, чудесного, которое принесет невиданные плоды. Еще один символ – это майская королева.
Майской королевой провозглашали самую красивую девушку деревни, венчая ее венком из цветов, а в пару к ней выбирали юношу, который должен был стать супругом королевы Мая на время празднования. Короля Мая наряжали в зелень, символизирующую весну и плодородие. Но не только огонь, но и вода значимы в обрядах майского дня. Вода небесная, майская роса. Считалось, что умывание росой дарует красоту и молодость, исцеляет. Отсюда поговорка «майская роса дороже овса». Молодые девушки вставали на рассвете, чтобы искупаться в росе, собранной из цветов боярышника. Как поется в старой песне, прекрасная дева, которая 1 мая на рассвете выходит в поле и умывается росой из боярышника, всегда будет прекрасна. Празднование Бельтайна вообще очень тесно связано с боярышником, майским древом, и его цветами, лепестками которых, по легенде, усыпана дорога в страну эльфов. Считалось, что одиноко стоящие деревья, не посаженные людьми, открывают проход в иной мир, и посещать их после наступления темноты было очень опасно. Советовали никогда не спать под ними, так как можно было быть похищенными фейри и никогда больше не вернуться домой. Особенно опасно сидеть под боярышником в канун мая, когда, по легенде, выезжает в наш мир праздничная кавалькада эльфов. В балладе о Томасе Рифмаче шотландский поэт был увезен королевой эльфов, когда он сидел под старым боярышником. Однако, несмотря на зловещие ассоциации, была у боярышника и благая сторона. Считалось, что веточка боярышника в доме защищает от молний. Веточки боярышника брали с собой на корабль моряки, чтобы избежать штормов и кораблекрушений. Это может быть связано с древним поверьем о том, что боярышник возник из молнии. Mayflower, майский цвет, было популярным названием для кораблей в XVI-XVII веке. В одном только Лондоне их было 26. Но самый известный из них тот, на котором отцы-пилигримы отправились покорять новый свет. Бельтайн – это праздник пробуждения природы. С буйно прорастающей зеленью и цветами, с солнцем, которое светит все сильнее с каждым днем, Бельтайн был и остается самым лучшим временем для начала новой главы в жизни. Так пахнет от этих орехов. Теперь мы сделаем начинку. Весь мир стоит на принципе простом. Подобное к подобному стремится. Поэтому мы добавляем в нашу начинку фисташковые орехи, которые издавна символизировали почет и богатство. Немного кардамона, разжигающего страсть. Немножко, чтобы он не забил нам аромат орехов. Сахар для сладости жизни. Тщательно перемешиваем наше размягченное масло со специями. Теперь наше тесто готово. Оно прекрасно и потрясающе, и удивительно подошло. Немножко обминаем тесто на разделочной доске, слегка подсыпая мукой, хотя оно совершенно не липкое. И теперь раскатываем его более-менее ровным прямоугольником.
Теперь мы распределяем по нашему тесту начинку. Присыпаем на всякий случай слегка сахаром. И обильно, густо посыпаем сверху немного обжаренными и измельченными фисташками. Теперь сворачиваем тесто рулетом, защипываем края и нарезаем. Ой, бежала. Вот такие получаются прекрасные толстушки с тонким ароматом и много орехов. Взбиваем яйцо и смазываем наши будущие булочки. Ставим булочки на расстойку в теплое место, а когда они увеличатся примерно в 2 раза, выпекаем. Делаем для наших булочек глазурь. Мы сделаем обычную из лимонного сока и пудры. Хотя, конечно, здесь была бы неплоха розовая вода. Дала бы нам такой восточный немножечко вайб, колорит восточной сказки. Ну, это не снимай, потому что здесь косточки попали. Не надо. Так, наши булочки готовы. Наносим на них на горячую глазурь. И посыпаем фисташкой. Уютного вам чаепития и доброго бельтайна!